Всем доброго времени суток! Вещает Майнд. Сегодня у нас с вами очень интересный обзор. Это пробуждение одного из самых новых героев колдовского камня – Арея. Не буду кидать никаких спойлеров и сразу перейду к делу. А вот потом мы с вами все детально обсудим. Сразу отмечу образ героя. Он просто офигенный. Да, и пусть вас не удивляет то, что в отличие от других трехзвездочных героев, этого я сразу одел по фулу. Просто я его уже обкатал и понял, что в этом есть необходимость. По показателям героя. Физ-атака на очень высоком уровне для танка передовой линии. Шанс на крит не предельный, но тоже достаточно хорош. Также и с показателем здоровья. Пока на 3 звездах не то, чего хотелось бы, но при неплохой защите сойдет. Шанс уклона 1 в 1, как у Бахамута. Это на моей памяти уже второй герой с таким бешеным уворотом. Руну я поставил на увеличение уровня способностей, потому что от них, по сути, все и зависит. Пэт Мика. В целом параметры героя радуют, но, конечно, не без того, что он одет по самый потолок, и дальше остается только поднимать звезды. Поэтому мы смело переходим к навыкам Левы. Правосудие небес. Арей, прыгая, отталкивает ближайших противников и оглушает их. Затем приземляется в гущу противников, как правило, центра и тыла, нанося мощный урон и также оглушает. Все, что написано дальше, я объясню потом. Плюс тут есть некоторые прогоны перевода. Да, и, кстати, праведный кулак — это и есть Арей, чтобы вы знали. Второй скилл — удар царя зверей. Торпедирует серию ударов по ближайшему врагу. Последним ударом пробегается по всей толпе противника, нанося весьма неплохой урон. Третий навык у нас останется без названия. Арей втыкает в землю аурный щит, оглушая и отталкивая врагов перед ним.
Этот щит сильно понижает входящий урон по союзникам, которые находятся за щитом, а также дает иммун от контроля. Первый момент я не совсем понял, от какого конкретно урона спасает щит. И второй положительный момент — это чем выше физическая атака Арея, тем больше урона он поглощает. Четвертый навык — Бессмертный Тигр. Какого хрена? Это, друзья, пассивка, которая срабатывает при получении Арием большого количества урона за один раз. Скилл преобразует полученный урон в урон со временем. Чем больше физ-атака нашего льва, тем больше запас преобразования. И тут мы вернемся к белиберде, которая была написана в ультранавыке. Простыми словами, если в процессе действия этого скилла Арий ультует, то навык слетает, и он получает весь урон сразу, а не со временем. Ну и, конечно, скилл пробуждения. Он дает нам существенную прибавку к физическому урону. С навыками героя мы закончили. В принципе, сложного или непонятного тут ничего нет. С учетом того, сколько контроля может раздавать Арей, нам нужно лишь разогнать использование навыков, а также не забывать, что параметр атаки улучшает некоторые скиллы. Идем тестить.
Ну как вам наш новый зверюга? Наконец-то лилиты подогнали реально стоящего перса, причем в колдовском камне. Я думаю, дальнейшие комментарии излишни. Тестовые бои говорят сами за себя. Арея можно катать почти везде, только не рекомендую рейды, долго кастуются. В зале легенд тоже не очень, зато все остальные локации, пожалуйста. Очень классно сочетается с другими танками, обладающими контролем. Если честно, поначалу я думал, что он менее живучий. Вы представьте, что он будет творить при 7 звездах. Я думаю, вы догадались, что герой мне понравился. Жду ваших отзывов, комментариев и, конечно же, оценок. Если хотите постоянно получать новые видео, подписывайтесь на канал. Следующее пробуждение — лесной друид Лу. Всем хорошего кача и настроя. До скорого!